Всем привет, это канал Virtus.pro, с вами Дан и Always. И сегодня мы расскажем какую-то базу о том, как играть на вальке. Такие базовые камеры и суть вообще камер на 4 картах. Поэтому ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал. И не буду тянуть, поехали. Sky — это одна из таких базовых карт, где валька очень сильно роляет. Она, в принципе, сильный герой, потому что на Sky очень много всяких вот таких уголков, где 50 бутылок. Тут всяких тоже куча всяких штук висит везде. И ты можешь очень много камер спрятать. Вообще, зачем валька нужна? Ты знаешь, зачем валька нужна? Агрессивно играть по информации, которую ты с помощью камер собираешь. Возможно, поджимать, возможно, сишками взрывать. Получать раннее преимущество или без преимущества выигрывать раунды. Ну да, но валька в основном вот используется именно для агрессивного геймплея. Ну, по дефолту как, все держат офис. Ты можешь сыграть под камерой офис, ты куда-нибудь их кидаешь, прячешь где-нибудь по углам. Что у него тут нажимать? Кидаешь их типа что-нибудь типа такого, которых должен наметить. И у тебя камера дает инфу, получается, по всему офису и по запрыгу в окно. Очень обширную информацию. У тебя еще обычно тут какие-нибудь дырки есть в стене. И ты через эти дырки, соответственно, можешь видеть и другие тоже участки. И ты можешь по этой камере подержать офис, но в основном все валькины камеры на скайскрепере кидают в область барабана и дракона. Потому что на барабане обычно такая позиция, куда все будут заходить в одну дверь, и ты точно знаешь, что они будут заходить в эту дверь. И ты просто препаешь камеру, неважно куда, главное возле этой двери, вот сюда. Кидаешь, у тебя инфа, у тебя, получается, человек снизу сидит, или, может быть, даже ты сам на вальке. Сидишь снизу, у тебя есть понимание. У меня нет понимания, как у него метки ставить. Наверное, вот тут, да? Короче, у тебя есть понимание, что у тебя вот тут сишка висит, тебе говорят информацию, ты, говорят, взрывай, ты взрываешь сишку, и чел, который зашел в барабан, улетает. Либо, когда уже ретейкнули, когда уже противник занял барабан, у тебя нет ни сишек, ничего, но у тебя есть камера, ты видишь, допустим, вот тут сидит мужик, сидит, халдит угол. Ты с камеры видишь, что он сидит тут, даешь на него желтую метку, у тебя будет желтая метка, и ты выходишь просто с префа его убиваешь. На концовку раунда плей ты можешь 2 камеры дать барабан-дракон. Ну, в драконе куда дают обычно? Куда-то сюда дают. Ой, что такое? Куда-то сюда дают. У тебя наверит топ дракона. Либо дают куда-нибудь сюда ее. Ну, вот это плохая. Ее можно с дракона окна увидеть. Но в основном все вот сюда ее кидают. А не вот сюда, может, можно еще в полочку закинуть. Да, вот в полочку можно закинуть камеру. Короче, на вальке можно камеры кидать куда угодно. Главное просто понимать перспективу. Вам надо понимать, что вот, чтобы человек шел, и чтобы он, вероятнее всего, пропустил эту камеру. На концовку раунда камеры можно оставлять, вот, допустим, дефолтные это в тюрьме люди ставят, либо тут люди ставят, либо в караоке люди ставят. Плент. Короче, просто на плент даете камеру любую, хоть сюда ее швыряете просто. У вас есть инфа. Ну, в принципе, на 2 сайта камеры одни и те же, потому что везде суть деф одинаковая. Просто в одном случае идут с офиса, и ты больше дракон-барабан держишь, а в другом случае идут отсюда, и ты больше дракон-барабан держишь, но больше к этой стороне. Поэтому камеры тут просто любые швыряешь. Главное повыше, и чтобы что-то их прикрывало. Еще есть, получается, кухня и спальня. Можно дать камеру в доставку какую-нибудь. Можно над дверью дать ее. Шкафы можно разбить. Можно какой-нибудь шкаф ее спрятать на звук. Она будет мало видеть, но можно услышать. Но главное, что она будет видеть, когда тут люди у вас зайдут. Это даст вам информацию. На Sky просто в любое место, куда ни кинь, у вас получится хорошая камера. Я обычно просто в потолок кидаю камеры. Потому что все ходят вот так в прицеле. Потому что карта очень медленная, и если у тебя камеры далеко от точек входа атаки расположены, то у них даже просто времени потом нет их как-то искать, или дронов нет их, чтобы задронить, если у них нет IQ или ДКЕБи. С учетом того, что у тебя камеры в основном расположены на драконе-барабане, ты полчаса выбиваешь чела за барабаном, а потом тебе надо еще что-то тут делать дальше по карте, но у тебя нет времени вот эти камеры искать, ходить, крутиться. Так что чаще всего ты заходишь, даже если ты убил барабан, ты заходишь, тебя по камере разменит, ты такой, парни, там камера где-то. И уже потом только люди начинают искать. Следующая карта — это Night Heaven Labs. Карта такая, чем-то похожа, возможно, на клуб, чем-то похожа на Sky. Суть ваша на вальке остается та же.
Вы просто должны понять, как вы хотите сыграть. Если вы хотите сыграть агрессивно, то чаще всего противники идут отсюда, с топ-моей лестницы. Вот они с этой двери заходят и начинают разыгрывать раунд. Пилят вот эту стену диванов. Ну вот тут камера какая? Тут есть вот такая. Ой, да что ж это, кнопки, башка, это просто понятно, почему мы проигрываем. Камера, видите, заходит человек, видит, ломает, поэтому это полное говно, не камера. Ну, наверное, лучше будет тогда его вот сюда кинуть. Вот тут уже впадлу чекать. Потому что ты заходишь, вот это говнище сломал, подумал, все, сломал Валькины камеры, ща пройду, запушу. А у тебя оп, и вот так. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Ну, вы можете сыграть агрессивно, пока не дали распил. Если какой-нибудь чел решит побыстрее зайти сюда, вы под эту инфу просто даете желтую метку, и вы просто по желтой метке с префа выйдете и убьете мужичка, который придет в этот коридор. В лаунже камеру обычно куда-то сюда, наверное, дают за куст. Щитовой под тумбочку можно кидать. И очень часто там играет персонаж какой-то с дробовиком. Ты можешь давать, если с тиммейтом нормальным играешь, у вас есть дробовик, который обычно играет в области щитовой. Сидишь на камере, даешь ему информацию, он может или агрессивно поджимать, или просто выходить и убивать с одного выстрела шотгана человека. Зашел в дверь, и он, получается, может сразу с префа выйти на дверь. Либо, говорят, запрыгнул в окно, встал в упоре у щитка, типа запрыгнул вот так. Вы тоже можете под эту инфу, если у вас, допустим, даже есть камера вот здесь где-то, он может просто две камеры чекать, говорить то, что диваны чисто, один в щитовой. Вы просто по этой камере выходите и играете агрессивно. Это вот те самые агрессивные плей на вальке под инфу. На динай в основном вам говорят, запрыгивают в окно, вы просто берете и выкидываете сишку. Швыряете эту сишку, она прилетает и взрывает. Можно в аутсайд по-любому как-нибудь выкинуть, я не эксперт. По плентам, если мужики хотят своего, вы ставите, они, скорее всего, будут ставить на бетоне. И если у вас будет камера какая-нибудь в сайте на инфу, тут тоже хоть куда ее швыряйте, потому что обычно, если противники зайдут в эту комнату уже, когда вы держите верх, это уже, осталось у противника немного времени, секунд 20-30, наверное. И им будет явно не до камеры, им надо будет ставить плент и еще прикрывать его. И вы спокойно сможете дать инфу, что мужик стоит на бетоне. Но в таком случае у вас будет один вариант, это только кинуть сишку снизу, через дырку. Вы просто стоите внизу и кидаете сишку, она будет вылетать и прилетать вот сюда куда-нибудь. Сложно будет заринать все равно. Поэтому валька может пригодиться только если люди будут ставить за столбом. И тут получается фулл софтовый пол везде. Где-нибудь над пропилом ее швырнуть. Прямо сюда. Потому что люди будут заходить. Тут будет у вас пропил в этой стене. Люди будут заходить, им надо распикать констракшн, надо распикать мониторы. У них надо пройти, еще начать ставить, им просто не будет времени разворачиваться и искать камеру. Что там в гараже можно исполнить? Носить где-нибудь камеру нормальную? На пропил констракшена. Полезная камера. Да, хорошая. Потому что констракшн удержать очень тяжело. Обычно ты должен его изредка распикивать. Особо сильно не лезть туда, потому что там очень много углов можно и... Люди могут тебя и на репеле подловить, могут и просто стоять, могут и зайти в неожиданный момент. А так с камерой ты всегда будешь готов, и когда они уже зайдут внутрь, можно будет по камере их также принимать. Да, сюда камера, я думаю, она будет слишком лейт инфа. Вот у вас, получается, инфа будет, начиная от этого места. Хотя, в принципе, нормально. Но вы можете, мужик может шифтом немножко сюда пробежать, и вы уже скажете констракшн, а он уже у всех в ухо убьет. Поэтому лучше, наверное, где-то так же над пропилом просто камеру давать, чтобы как можно раньше была инфа, что у вас человек зашел в констракшн конкретно. На кэтволке тут камеру можно как будто куда угодно дать. Тут просто слишком такой open field. В кусты, наверное, самое дефолтное. Да, куда-нибудь сюда ее. Можно закинуть, интересно? Можно. Типа куда-нибудь в кусты, но мне кажется, на кэтволке проще всего найти камеру, потому что прям очень мало всяких ящиков и все такое чистое. В любое место и смотреть, какая лучше будет давать обзоры на кэтволк, какую сложнее сломать. Потому что кэтволк обычно вам камера нужна будет под ретейк,
потому что катволк убивается в основном с аутсайда, типа с двери, с констракшена, с окна. Типа тут будет быстрое выбивание, вы особо по камере сыграть не сможете. Но когда уже займут катволк и вы решите его ретейкнуть, вы просто посмотрите, увидите, что, допустим, человек на этой лонге стоит, дадите на него метку, у вас, скорее всего, тут будет ротейт в этой стене, вы можете выйти просто из стены, из префа его убить. Либо, если вы понимаете, что у вас стена закрыта, вы можете еще из констракшена выйти, его по префу убить. Если вы дефите кухню, то как будто смысл есть там 2 камеры потратить на вот этот коридор. Тут мы уже кидали какую-нибудь одну сюда. Важно, скорее всего, где-то в этой комнате камеру спрятать. Но обычно тут как будто можно даже ее... Ну как, тут просто, я думаю, так же в потолок швыряешь, потому что с окон люди заходят, и, скорее всего, у них будет... Они вот так быстренько оглянутся, либо вот так. Могут пропустить. Но я ее пониже кину, но надо в дальний угол, чтобы добрать просто. У вас будет, получается, инфа на эту комнату, и тут будет, скорее всего, потому что кухня, это сайт снизу, на него делается full вертикалка. Тут, скорее всего, будет какой-нибудь баг, слэш, рэм. РЭМ вы, наверное, вряд ли что-то сделаете, когда она будет делать вертикалку, но вы потом сможете ее взорвать. А когда тут будет баг или слэдж, вы спокойно сможете дать метку, приплейснуть сишку под это и взорвать его. Также плюс этой камеры будет в том, что у вас будет информация на эту комнату, если вы никого убить не сможете. И атакующие будут думать, что раз мы сделали вертикалку, то они будут бояться под ней ходить и так далее. А вы в какой-то момент, когда они ее отпустите, сможете спокойно передвигаться и играть на неожиданности. Да, потому что у вас, допустим, одна камера будет, вот эта, одна у вас будет в сайте. Вот у вас получается сайт кухня, ребята пойдут, там пильнут стену, и у вас будет камера где-нибудь в сайте, скорее всего, где-нибудь также сверху в потолке. Любом, наверное, вот в этом углу можно. Или вот в том углу. Короче, просто по углам комнаты, потому что тут ее вряд ли уже искать будут, времени не будет. Вы будете поджимать вверх, у вас тоже эта камера даст инфу, что, на вертикалке никого. Вы либо жмете, поджимаете с мейна и, получается, спускаетесь с моей лестницы вниз и убиваете всех в спину. Либо вам говорят, на вертикалке никого, либо вы сами смотрите, понимаете, что на вертикалке никого, и можете спокойно просто под всей вертикалкой пробежать и сбить плент. Бочки, наверное... С точки зрения инфы, такой самый важный сайт. У вас получается 2 плента. Один бочки, это вот в этой комнате у вас будет плент, а второй будет вот в этой комнате в CCTV. И чаще всего у противников будет огромное желание влететь вот в это окно. Потому что это, ты просто запрыгаешь в окно и начинаешь ставить плент. И если у вас не будет информации по этому, не будет либо человека в сайте, либо вот той же самой Валькиной камеры, которую можно точно так же кинуть на окно. Может, вот сюда можно какую-нибудь прикольненькую дать. Ее видно отсюда? Нет, плохо видно. Получается, у вас камера есть, которая дает full информацию по пленту. И вы сможете плент сбить снизу, сверху, зайти в сайт. Но при бочках как будто самые... Такие приятные камеры — это на сайт, сверху в Construction можно дать, как мы уже давали. И, наверное, все-таки важно будет дать камеры, возможно, вот на эту большую, на лонгу, на вот этот коридор. Можно, наверное, на дверью тут дать ее. Чтобы, когда противник... я пониже кину, но это чтобы подобрать. Так надо давать всегда самое высокое. Чтобы, когда противник шел, тоже под подходы к сайту, противник шел, вы просто увидели, что он идет по коридору. Сейчас я его, выходите и умираете, потому что там 9 пинг. Когда мы кидаем камеры в таких местах, комнатах, коридорах, где нет каких-то явных жестких нычек, то можно пользоваться такой же стратегией, как ты, когда ты играешь на Фенрире и кидаешь его трапы. Прямо над головой кидаешь трапы, кидаешь их туда, куда человеку сложнее всего развернуться, и куда он разворачиваться 100% не захочет. То есть любые такие места, а это практически все в Радуге, где тебе надо распикать 50 углов, ваши камеры будут незамечены. Главное кидать их, просто по перспективе понимать. Слепые зоны. Да, слепые зоны кидать по перспективе, потому что ты понимаешь, что
Понятное дело, что если ты кинешь камеру сюда, а атака у противника будет отсюда, то он ее сразу сломает. Ну, это все равно все зависит конкретно от команды, от меты, Да. которая в данный момент. Тут еще есть точка подвал. Валька именно будет полезна только с точки зрения инфы для роумеров, потому что сам подвал-то тут 2 пропила, сюда особо люди не забегут, хотя могут. Но есть шанс, что ваш опорник удержит его. Тут именно как будто вся задача на роумерах, который будет держать огромную карту вот эту вот, где 600 комнат. Ну и ваша задача просто понять, если у вас Лижен играет, допустим, где-то в области кухни, у него лиженки под окнами, то есть вы должны понимать, что, допустим, у него лиженка здесь под окном, то есть камеру не надо давать сюда же под окно, потому что это роумеру не даст никакой инфы, у него и так тут лиженка, он, если человек запрыгнет, поймет. Вы можете дать ему инфу какую-нибудь в мейн, да хоть в кусты сюда кидаете камеру, это плохая, в кусты вот так, кидаете ее, тут будет слышно, где человек заходит, и вы просто дадите инфу, что у тебя в мейне люди, и он будет уже от этого играть. Можно спрятать камеру где-нибудь в серваках, где-нибудь сюда, в уголок закидываете, и потому что если люди пойдут забивать роум, они, скорее всего, зайдут с верхнего этажа и попытаются через вертикалку кого-нибудь найти. И вы по этой камере сможете спокойно по желтой метке взорвать человека, который делает на вас вертикалку. Ну, это вот проблема карт с большим количеством комнат, что герои не настолько эффективны становятся, как на всех остальных. Перерыв между катками – время восполнить припасы вместе с Яндекс.Едой. Все от бургеров до десертов с быстрой доставкой прямо к клавиатуре. А если вы заказываете первый раз от 1000 рублей, то по промокоду ИЦВП вас ждет скидка 350 рублей. Следующая карта – это консульство. На консуле как будто вот плюс-минус как на Skywalk. Похуже, конечно, но, допустим, когда вы дефите SEO, вам Валька не нужна. По сути, единственное применение Валькирии на силу — это когда ты кидаешь себе камеры визу, кидаешь себе камеру где-то со стороны админки, и где-то в середине раунда или в конце раунда, ну или, может, в начале, ты собираешь информацию по 2 этим комнатам. Если что, можешь туда, если видишь, что там безопасно, можешь туда приползти, или убить там человека, и потом реализовать свою C4, чтобы заработать преимущество. Ну вот какие тут камеры, допустим? Тут обычно, по-моему, вот так как-то кидают мужики. Да, абсолютно неважно. Просто камера, которая будет, соберет тебе информацию на комнату, есть там кто, нет никто. Играет, контролит, смотрит, хочет по лестнице подниматься, не хочет. И камера сверху. То есть вот единственный вариант на силу — это разместить вот так вот камеры, и потом поджать и кинуть C4 там в телеке, да, вы, получается, копирку, вот в кухню, в саму кинули камеры в визы, у вас есть инфа по визе, плюс вы кинули камеры в админку. В админке, конечно, посложнее спрятать, скорее всего, надо будет прятать где-нибудь именно в области принтера. Ну, тут просто так же, та же схема, как на всех картах. Под столы, в потолки, суть одна, камер миллион. Вы просто, получается, кидаете камеру, у вас есть информация по принтеру тому же, да, и у вас есть информация по визе. Вот у вас информация по визе. Вы просто смотрите, выходите по желтой метке, с префа его убиваете, потом смотрите свою вторую камеру, видите, что у вас вот тут сверху стоит мужичок, даете ему сишку, взрываете. Все, это суть на силу, но на силу она не особо полезная, потому что тут такая точка, что с аутсайда карту ты сразу заходишь, если идешь желтый, сразу в карте, если идешь с админки, ну вот, в принципе, как с админки и реализовывать сишки. На кассах полезной может быть, ты даешь камеры в сайт, потому что кассы — это такая точка, где все играют от инфы, у тебя там пульс, буллетпруф, валькины камеры, вы полраунда тянете время, потом вы просто, когда плентеры заходят в сайт, он садится ставить, у вас камера где-нибудь вот здесь в потолке, плентер заходит, садится ставить, вы видите, где он ставит, снизу его взрываете с подвала. Тут именно суть проста, чисто на динай, в основном все камеры используются, либо вы просто кидаете также в админку, либо кидаете в SEO камеру какую-нибудь и играете. Когда вы дефите экспо, камеры тоже все кидают в сайт, потому что тоже суть точки такая, что все побегут в сайт ставить плент, потому что конс такая карта, где атаковать невозможно, и надо просто какой-то ерундой заниматься. На экспо камеры кидают обычно вот в цветы эти, в лампы. Ну и по сути все. Кустики. Вот тут под стол, вот тут за шкаф, вот тут в куст, тут под стул,
тут под стол. На зиге, вот на эту штучку, да, на эту лампу, чтобы собирать инфу по двум сторонам, так сказать. Чтобы видно было заход желтой лестницы в сайт, Мгм. и заход, получается, по самой зиге, если там открыта стена или пропил. Да, у вас вот И- здесь обычно либо софт, либо люди пропилом откроют стену. У вас, получается, будет информация, если плентер захочет забежать с зиги окна, вы увидите, что у вас человек заходит с зиги окна, вы скажете, что он, скорее всего, будет ставить в экспо. И также у вас есть информация, что по квадрату, что у вас с квадрата люди заходят в пиано уже. Плюс вы видите часть пиано, и вы увидите, чаще всего ставят за ширмой вот здесь, и вы как раз-таки с этой камерой можете увидеть, даже если человек будет бежать через сайт, вот он бежит и хочет поставить, вы увидите, что он забегает за ширму, и дадите точную информацию. На подвал камеры как будто не особо нужны, потому что в основном на подвале все зависит от роума. Можете также взять, кинуть в админку, визу, Ну типа по суть та сути. же. На Орегоне, наверное, самые базовые камеры. В основном их кидают в спальне. Это камера в лампу. У вас камера в лампе, которая дает именно на звук инфу, либо... Ну, если больше- пониже опустить, то ноги будет видно. Да. Можно кинуть камеру в гардеробе или в шкаф, чтобы было видно, играет ли кто-то в гардеробе именно у пропила, чтобы тоже можно было играть агрессивно или взорвать кого-то. Обычно как работает, вы кидаете камеру в спальне в этот шкаф, можете сломать его, можете не сломать, или в лампу, поднимаетесь с Еще подвала. вот за Да. телевизор я сломал, но за телевизор обычно кидают камеру. С подвалом или лестницы поднимаетесь, кидаете C4. Также камеру можно оставлять в трофейке. Это самые такие базовые Да. камеры, их очень часто ломают. Ну, трофейки базовые сюда. Потолок, за лампу, БК. за БК, да. Их особо нигде не спрячешь. Еще можно вот тут давать там вот сюда в дальний угол, потому что обычно человек заходит, и он, ему впадло вот так разворачиваться. И он будет стоять топ-мейна, с оружейки влетит. Он потому что пикнет, скорее всего, вот так, и не увидит камеру, которая будет вот здесь. Ваша суть в чем? Вы раскидали вот эти камеры, допустим, она у вас за телевизором. Вы сидите в подвале, хихикаете, и вы просто смотрите, допустим, у вас человек стоит, вот здесь, в этом углу. Вы выходите, кидаете сишку над собой. Это получается full сейф, потому что обычно даже если человек контролит его цепмена, вы просто видите, что над вами человек сидит, даете сишку вот сюда вот. Если вы понимаете, что человек в оружейке, вот сюда вот. Если вы понимаете, что вот цепмена никого, потому что в мейн камеры можно давать как базовые, это сюда, еще базовые, это сюда. Это самые дефолтные камеры, вообще самые обычные, но несмотря на то, что они самые дефолтные, не факт, что ее найдут. Есть, конечно, шанс, что ее найдут, но не факт. Ну и третью камеру, вот одна обычно кидается в спальню или в трофейку, или на топ-мейна. Одна мейн можно. Одну можно кинуть мейн, и очень часто дают камеру на белую лестницу. Да, на белую лестницу самая базовая суть та же, что вы заходите, кидаете ее в потолок. Это вот 3 камеры, которые дают на детский. Понятное дело, что можно флексить, можно дать ее в атик на пуш камеру, тут тоже вариантов миллион. За бочки, за лампу, туда, сюда, во. Есть еще какие точки у нас? Митинг, там валька как будто только если в БТ, либо в дайнинг. Вот БТ, дайнинг. Обычно кидаются при митинге камеры в дайнинге под столы на инфу. Когда в сервера коридор люди проходят со стороны смолл-тавера, вот именно этот коридор, да, видят дверь кухни. Вот самое базовое это вот это. Да, видят дверь кухни, видят немного дайнинг. Даже бывает иногда под левую полку, где дронов оставляют, кидают тоже. Или в лампу. Ой, нашел метку на Ctrl. На Ctrl метка. В лампу по центру комнат обычно Вот туда это? тоже кидают, да. Ее невозможно сломать. Чтобы ее сломать, надо подойти прямо под нее. Самая такая то есть базовая вот так. камера, обузная. Это такая же есть камера на пропиле генера сверху. Тоже вот это самое неприятное, то что камера у вас вот в этом месте, такой же люстре точно, она видит, я ничего не вижу, но она видит, и либо слышит. То, что у вас люди, и вы просто не можете ее с профила сломать, даже если знаете, вот видите, я ее вижу, но не могу сломать, потому что мне надо именно вот так подлезть, и только так она сломается. И при митинге, получается, дают в дайнинге камеру,
дают камеру Дайнинги в это майне. вот это вот, которое я показывал. Ну, Можно под неважно, этот стол, какая, да. просто вот Да, на дверь дайнинг. цвета. В В Зиге май- очень в часто Зиге дают вот. камеру, в лампочки какие-то. Ну, вот в эти Всегда в какие-то. лампы дают. Потому Вот что тут. нигде больше не спрячешь, в любую из 3 ламп кидаешь, так, чтобы хуже было видно, и все. И так, в майне, Зиге и в дайнинге. В майне показывал вот тут, вот здесь, вот тут, вот там, вот так. Возможно, еще в Биктаваре иногда кидают, но как будто от этого смысла особо нет, потому что там обычно стоит толпа людей, И вы не сможете поджать как-то грамотно. и какую-то камеру спрятать такую, чтобы никто не нашел, ну, просто очень тяжело. Ну, потому что единственный места вариант, очень как мало. будто это вот так пробить первый слой потолка и закинуть в нее камеру. Это единственный вариант, но и то, это все равно заметно очень. Единственная камера, которую могут не сломать, это вот над этой лампой, над дверью зелени. Это, получается, на митинг кухня дев. На... на митинг кухня. На кухня. Это которая Ну, вторая эту точку никто не Эту играет. точку никто не играет. Ну и там, куда также Small Tower, Small Tower, дайнинг и, возможно, какой-то Main. митинг. митинг, мейн, да, что-нибудь такое. При подвале валька только на поджимы используется. Это вы кидаете камеру в митинг, куда-нибудь в шкаф, под скамейку. Не суть важно. Главное на поджим, потому что другие камеры особо не полезны. Вот в люстру это вот это, Always говорил. Она вот так, видите, ее отсюда вообще не видно. Если у вас будет все плохо и люди пойдут ставить бомбу за столом, у вас будет информация по этому коридору с кухни, которую вы сможете поджать по инфе. Или подожмете, если там никто не видит, тоже по инфе, убьете там врачков в спину. Или возьмете за ручку тиммейта, пойдете на размен, убьете того, кто держит, собьете плент и выиграете раунд. Мы вот записали, получается, 4 карты для вас. Если хотите увидеть остальные, ставьте лайки, пишите в комментариях, что хотите увидеть остальные карты, остальные камеры, потому что камеры можно кидать, ну, как воображение хватит. Если хотите какие-то прям конкретные, четкие увидеть, пишите, мы в следующих видео покажем. Всем спасибо за просмотр, всех любим, всех пока-пока. Пока-пока.